В небольшом городке проходило обычное судебное заседание. В зале находился судья по имени Ричард Коулман, человек с репутацией строгого, но ироничного служителя закона. Он считал, что видел все, и удивить его невозможно. На скамье подсудимых сидела пожилая женщина Элеонор Дэвис. Ее обвинили в краже буханки хлеба и упаковки чая из супермаркета. На первый взгляд простое, почти комичное дело. Некоторые в зале посмеивались, а сам судья уже мысленно составлял приговор. Элеонор признала вину спокойно, без оправданий и жалоб. Это чуть выбило судью из привычного ритма, но он уже готов был назначить штраф или административный арест. В этот момент женщина достала старую потертую тетрадь. Не пытаясь оправдаться, она просто открыла записи хронологию событий, произошедших десятилетия назад. Там значились даты, подробности и имя, которое повторялось снова и снова – Ричард Коулман. В 1991 году он сломал ногу и, живя один, оказался в полной изоляции. Кто-то заботился о нем, приносил продукты, убирался, следил за состоянием. В 1995 он тяжело перенес пневмонию, и тот же человек снова был рядом. Тогда Ричард даже не знал имени этого человека. Или знал, но забыл. И вот теперь этот человек сидел перед ним в зале суда в старом пальто с потертой сумкой, обвиняемый в краже, совершенной ради внучки. Ее звали Элеонор Дэвис. В тот момент судья изменился. Вместо насмешки тишина, вместо приговора осознание. Он вспомнил все и понял, перед кем сидит. Обвинения были сняты. Ричард Коулман впервые за долгое время склонил голову не как судья, а как человек, которому напомнили, что такое доброта и благодарность. История быстро облетела весь город. Она стала напоминанием: добрые поступки не исчезают. Они могут вернуться не всегда сразу, но обязательно. Иногда, чтобы спасти, иногда, чтобы открыть глаза. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.